Volvo XC60 – настоящий долгожитель в мире премиальных кроссоверов, который уже много лет остается бестселлером бренда. С момента дебюта в 2008 году и перехода ко второму поколению в 2017 модель не только удерживает лидерство среди Volvo, но и стабильно входит в число самых продаваемых автомобилей сегмента. Более 1,5 миллиона проданных экземпляров – рекордные показатели в 2024 году. XC60 продолжает завоевывать рынок, несмотря на свой возраст. Однако Volvo не спешит с полноценной сменой поколения. В 2026 году кроссовер останется в строю, но вместо радикальных перемен получит ряд точечных обновлений, которые бренд называет значительным улучшением. Однако действительно ли эти изменения смогут сохранить XC60 конкурентоспособным в быстро меняющемся мире премиальных кроссоверов? Давайте разберемся. Обновление во внешнем дизайне XC60 2026 года элегантно, но делают модель более схожей с флагманским XC90, который был обновлен ранее. Главное изменение – новая решетка радиатора, выполненная в стиле модернизированного XC90. Вместо привычного сетчатого узора она получила диагональные линии, подчеркивающие фирменный логотип бренда. Внешний облик обновленного кроссовера освежили за счет новых воздухозаборников, придающих ему более динамичный вид. Изменения в задней части минимальны. Бренд лишь затемнил задние фонари, сделав их дизайн более выразительным. Завершают обновление новые варианты колесных дисков и 3 свежих оттенка кузова: насыщенный синий Forest Lake, серебристый Aurora Silver и бордовый Mulberry Red. Размеры кроссовера для 2026 модельного года остались неизменными. 4708 мм в длину, 1999 в ширину, 1660 в высоту, при колесной базе 2865 мм. В стандартной комплектации дорожный просвет составляет 214 мм. Кроссовер, как и раньше, оснащается дисками колес на 20 или 21 дюйм. Снаряженная масса от 1835 до 2150 кг, а максимальная масса буксируемого прицепа составляет 2660 кг. Стоит отметить, что новый кроссовер будет оснащен опциональной пневматической подвеской и технологией 4C, за которую в Германии придется доплатить 2400 евро. Хотя точной информации по модели XC60 пока нет, предполагается, что она будет аналогична старшей модели XC90. Пневмоподвеска XC90 может отслеживать состояние дороги до 500 раз в секунду, автоматически регулируя клиренс в пределах от 185 до 245 мм. В зависимости от условий, автомобиль может опуститься на 20 или подняться на 40 мм, что обеспечивает оптимальную проходимость и стабильность. Например, при скорости свыше 70 км в час подвеска автоматически опускает машину на 20 мм для улучшения аэродинамики и экономии топлива. Линейка двигателей осталась прежней: мягкие гибриды B5 и B6, а также подключаемые гибриды T6 и T8. Все версии оснащены 2-литровым 4-цилиндровым турбированным двигателем, 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Мягкие гибриды с 48-вольтовой архитектурой выдают 250 сил мощности и 360 ньютон-метра крутящего момента у B5 и 300 сил и 420 ньютон-метра у B6. Оба варианта дополнены электромотором на 14 лошадиных сил, который обеспечивает дополнительный крутящий момент 40 ньютон. B5 разгоняется до первой сотни за 6,9 секунд, а B6 за 6,2. Расход топлива в комбинированном цикле умения мощной версии варьируется от 7,7 до 8,7 литров, а у более мощной – от 8,4 до 9,6 литров на 100 километров. Плагин-гибриды T6 и T8 оснащены тем же 2-литровым турбированным двигателем на 253 силы и 350 ньютон-метра крутящего момента у T6 и на 310 сил и крутящим моментом 400 ньютон у T8. При этом оба варианта дополнены электромотором мощностью 145 сил и крутящим моментом 309 ньютон.
В сумме силовая установка у Т6 выдает максимально 350 и 455 сил у Т8. Кроме этого, оба подключаемые гибриды оснащены батареей с полезной емкостью на 14,7 кВт-часа, которая способна обеспечивать на чистом электричестве до 94 км хода. При этом, по заявлению производителя, с заряженной батареей кроссовер расходует 1,4 литра на 100 км. А при разряженном аккумуляторе средний расход топлива варьируется от 7 до 8,2 литров на 100 км. Кстати, емкость топливного бака кроссовера на 70 литров. Разгоняется Т6 до 100 км в час за 5,7 секунд, а Т8 за 4,9 секунд. А максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 180 км в час. Плагин-гибрид XC60 можно заряжать дома через розетки на 110 или 220 вольт полностью за 3 часа, но Volvo также предоставляет удобную функцию, которая может подпитывать аккумулятор энергией, вырабатываемой бензиновым двигателем кроссовера, когда это необходимо. Ключевым изменением в интерьере является новый 11,2-дюймовый сенсорный экран, который заменяет старый 9-дюймовый. Volvo утверждает, что плотность пикселей нового экрана на 21% выше, что приводит к гораздо более четкому отображению. Однако более значимым обновлением является усовершенствованное программное обеспечение. XC60 теперь оснащен обновленной системой Snapdragon Cockpit от Qualcomm, которая, по словам производителя, работает более чем в 2 раза быстрее предыдущей. Это улучшение должно обеспечить более быструю и отзывчивую работу сенсорного экрана. Мультимедийная система поддерживает сервисы Google и обновляется по воздуху. Также автопроизводитель обновил подстаканники и усовершенствовал беспроводную зарядную станцию для смартфонов. В остальном интерьер автомобиля не изменился и выделяется четкими линиями и отделкой из высококачественных материалов, которые в новом модельном году обновлены и дополнены новыми премиальными материалами, такими как вставки из натурального дерева и рычаг переключения передач из шведского хрусталя. Руль обтянут кожей и имеет подогрев, а 12-дюймовая цифровая приборная панель интуитивно отображает все необходимые данные. Дополнительно доступна 4-зонная система климат-контроля с продвинутой фильтрацией воздуха, панорамная крыша с люком и электроприводом и проекционный дисплей. Салон Volvo XC60 предлагает удобные эргономичные сиденья с регулировкой по высоте и наклону, а также с функцией подогрева, вентиляции и 4-стороннюю поясничную поддержку. В обновленном кроссовере также улучшена шумоизоляция за счет установки многослойного стекла. А опциональная новая аудиосистема Bose & Wilkins на 1410 Вт с новым дизайном 15 динамиков должна обеспечивать исключительное звучание. Volvo XC60 в мягкой гибридной версии предлагает багажное пространство объемом от 613 до 1410 литров при сложенных задних сиденьях. В плагин-гибридной версии наличие аккумуляторной батареи уменьшает объем багажника до 598 литров в стандартном положении и до 1395 литров при сложенных сиденьях. Volvo XC60, как и все модели бренда, известен своей исключительной безопасностью. Этот автомобиль оснащен широким спектром функций активной безопасности, такие как помощь при повороте, парковке и контроль слепых зон. Кроме того, XC60 использует систему торможения и активного управления, чтобы избежать аварий с другими транспортными средствами, пешеходами, велосипедистами или даже крупными животными. Обновленный кроссовер уже доступен для заказа на некоторых рынках, хотя покупателям придется ждать новый автомобиль до 5 месяцев. Ведь производство обновленного кроссовера планируется запустить только в апреле этого года. Так, например, в Германии ценник на XC60 2026 модельного года в мягкогибридной версии стоит от 57 400 за базовую комплектацию и до 70,5 тысяч евро в топовом исполнении. И за плагин-гибрид от 68 и добегает 88 тысяч евро. Volvo XC60 остается одним из самых популярных гибридных кроссоверов марки, сочетая комфорт, простор, роскошь и экономичность.
Этот кроссовер предлагает хороший баланс премиальных качеств, надежности и универсальности. XC60 продолжает поддерживать репутацию Volvo как производителя автомобилей, которые не только соответствуют современным стандартам, но и задают их, обеспечивая владельцам удовольствие от вождения и уверенность на дороге в любых условиях. На этом у нас все, но впереди еще много интересного. Друзья, ваш лайк и подписка – это как полный бак для нашего канала. Поддержите нас, чтобы мы продолжали радовать вас новыми обзорами. Делитесь своим мнением в комментариях, это помогает нам делать контент еще интереснее. Желаем вам только удачных дорог, полного бака и комфортных поездок. Оставайтесь с нами, до скорой встречи на канале.